Как вдохновить вторую половину на развитие, на рост духовно и на то, чтобы много зарабатывал? Никак. How to inspire my spouse to develop himself, to grow spiritually and to earn more? You have covered everything in that question. В этом вопросе вы затронули все. There's nothing left to do if you do all these things. Ничего не остается делать, если вы это все сделаете. Maybe you are asking this question, Может быть, вы задаете этот вопрос, and your spouse also has the same question. а ваш супруг имеет такой же вопрос. Gurudev says in a relationship, Говорит, в отношениях, when you're focused on giving to the relationship, когда вы сфокусированы на то, чтобы давать в отношения, and if both partners are giving, и оба партнера дают, then your relationship will always be full. тогда ваши отношения всегда будут полными. If you're only focused on taking, Если вы сфокусированы только на том, чтобы брать, if you have a glass of water and you're focused only on taking, it gets empty. если у вас стакан воды, и вы сфокусированы только на том, чтобы брать, тогда он станет пустым. But if you're focused on filling it up, it's always full. Если вы сфокусированы на том, чтобы его доливать, наполнять, тогда он всегда будет полным. So this question is a very good question. Поэтому это очень хороший вопрос. What can I do to inspire others? Что я могу сделать, чтобы вдохновить других? The best way to inspire others is to be an example yourself. Самый лучший способ вдохновить кого-то – это самому быть примером. If you tell other people smile and you are not smiling, Если вы говорите другим людям улыбаться, но сами не улыбаетесь, if you're telling others to be happy but you're not happy, говорите другим людям быть счастливыми, но вы сами несчастны, then people don't give you too much value. тогда люди не очень будут это ценить. If you're really happy, you don't have to tell anyone anything. Но если вы по-настоящему счастливы, вам даже никому ничего не нужно будет говорить. People come and ask you, what are you doing? I want to do that. Люди просто будут приходить к вам и спрашивать, что вы делаете, я тоже хочу так. So the true inspiration is when you do nothing. Истинное вдохновение – это когда вы ничего не делаете. If you have to do something to inspire others, that's a lower quality of inspiration. Если вам нужно делать что-то, чтобы вдохновить кого-то, это низкое качество вдохновения. And it will tire you down. You'll become tired just doing. И это вас утомит. Вы просто устанете от того, что вы будете делать. But if you just be in your nature, you'll never get tired. Но если вы просто будете пребывать в своей природе, вы никогда не устанете. And you can inspire so many people just by being natural. И просто благодаря тому, что вы естественны, вы можете вдохновить большое количество людей. And if you look at small children, every child is born with all the joy, all the knowledge. Если вы посмотрите на маленьких детей, они все рождены с этой радостью и сознанием. As an adult, your nose might not touch the knee. Возможно, когда вы взрослые, ваш нос не касается колена. But every child puts their big toe in their mouth. Но каждый ребенок большой палец ноги засовывает в рот. Every child is so flexible. Каждый ребенок настолько гибок. So we were all born yogis. Мы все рождены йогами. We all live in the present. Мы все жили в настоящем. If you're hungry, you would cry. Если вам хотелось есть, вы плакали. The moment you're filled, you would smile. Как только вам было хорошо, вы улыбались. We were all born perfect. Вы все были рождены совершенными. So all we need to do is get back to that perfection. Все, что нам нужно сделать, это вернуться к этому совершенству. It is something we are all born with. Это то, с чем мы уже рождены. So just be yourself, and that's the best way to inspire others. Просто будьте собой, и это самый лучший способ вдохновить других. In fact, when someone is trying to show you a different face from what they are, На самом деле, если кто-то пытается показать вам свое другое лицо, не таким, какое он есть, don't you figure out that that
person is making a show, Вы же понимаете, что этот человек просто притворяется, just making a drama. просто разыгрывает. He's trying to show something that he's not or she's not. Он старается показать что-то, чем он не является. So if you can figure out others are trying to change you, don't you think others will figure out? Если вам понятно, что другие пытаются изменить вам, не покажется ли вам и наоборот так же? That's why just be natural. Поэтому просто будьте естественными. That's the best way to inspire. Это лучший способ вдохновения. When we live the knowledge, others say, I would like to be like that. Когда вы живете знанием, другие говорят, ой, я тоже хочу быть таким. When are you really happy? When you live in the present or when you live in the past or future? Тогда вы по-настоящему счастливы, когда вы живете в настоящем или в прошлом или в будущем. When are you more peaceful? When you accept or you don't accept? Когда вы наиболее умиротворены, когда вы принимаете или когда не принимаете. So if you look at it, knowledge is the easiest way of living life. Если вы посмотрите, то на самом деле знание – это самый простой способ жить жизнь. Often we think of it the other way around. Часто нам кажется наоборот. Oh, it's very difficult to live the knowledge. Ой, как сложно жить в знании. But if you look carefully, Но если посмотреть внимательнее, then you'll see that knowledge is the easiest way of living life. то окажется, что знание – это самый простой способ жить жизнь. So why does it seem difficult? Почему это кажется сложным? What can we do to make it easy? Что мы можем сделать, чтобы сделать это простым? Не сегодня. The more we meditate, the more we are able to be centered, the easier it is to apply the knowledge. Чем больше мы медитируем, тем более мы центрированы, и тем проще нам жить знанием, применять знания. If you're living the knowledge, you're most natural. Если вы живете знанием, то вы максимально естественны. If you're most natural, people are most inspired. А если вы максимально естественны, тогда люди максимально вдохновляются. And you don't feel a big burden trying to inspire others. Вы не чувствуете на себе груз того, что вы пытаетесь кого-то вдохновить. Как пережить несчастную и взаимную любовь, если остаешься с человеком в дружеских отношениях и работаешь вместе, чувствуя печаль? How to undergo the unhappy love, unmutual love? If you are next to the person when you are in a friendship with him and you are working together with him, I feel sadness. You know, often we have lots of desires in our life. Часто у нас в жизни много желаний. We want this to happen or that to happen. Мы хотим, чтобы это произошло или это произошло. But life does not always work according to our desires. Но жизнь не всегда работает в соответствии с нашими желаниями. Sometimes we put a lot of effort and no results. Иногда мы прикладываем большое количество усилий, но без результата. And sometimes we don't put any effort, but things just fall into place. А иногда мы не прикладываем никаких усилий, но все просто складывается. So life works not just by our effort, Жизнь работает не только из наших усилий, but there is an unseen factor, an unseen energy that makes it all work. но есть невидимый фактор, который на самом деле делает все. And the ability to harness this energy, bring this energy in our life, this is called puja. И пуджа – это способность принести эту энергию в жизнь. When you can fulfill your own desire, when you have the strength to fulfill your desire, then you don't ask for help. Когда у вас есть сила притворить свое желание в жизнь, тогда вы не просите помощи. When the child can reach the box of sweets, he doesn't ask anyone. Когда ребенок может достать до коробки со сладостями, он не просит никого о помощи. But if the height is too much, Но если слишком высоко, it tries a few times, ребенок попытается несколько раз, and then goes around and see who they know, а потом ходит вокруг и смотрит, кого они знают, and then they ask, please get me the chocolate. и просит, пожалуйста, достаньте мне конфетку.
In the same way, when we cannot fulfill our own desires, Таким же образом, когда мы не можем исполнить свои желания, then it's good to ask for help. тогда хорошо просить о помощи. And the mother or whoever the child is asking loves the child so much. Тот, кого ребенок просит о помощи, любит ребенка очень сильно. So the mother says, okay, I'll give it to you. И мать говорит, хорошо, я дам ему конфетку тебе. If the child has already eaten too many chocolates, Но если ребенок уже съел слишком много конфет, and the mother says, not today, tomorrow. и мама говорит, не сегодня, завтра. Not all our desires are helpful to us. Не все наши желания полезны для нас. Sometimes when we grow up, we think, thank God my desires didn't get fulfilled. Иногда мы понимаем, что, слава Богу, мои желания не исполнились. If all our desires were fulfilled, we'll be married so many times. Если бы все наши желания исполнялись, мы бы так часто выходили замуж и женились. Slava Bhoo. So it's not that all desires should get fulfilled, Поэтому не все желания должны исполняться. but let the right desires get fulfilled. This is worth asking. И чего стоит просить, это для того, чтобы правильные желания исполнялись. So Gurudev says, if you had to ask, then you can make a list of all your desires and then add at the end all of this or better than this. И если вам нужно что-то попросить, то составьте целый список своих желаний, а в конце подпишите, пусть случится это или нечто лучшее, чем это. Who knows, you are asking for 1,000 rupees and you are going to be given 10,000. Кто знает, вы просите 1000 рублей, вам, возможно, будет дано 10 тысяч. So you should always leave your desires open-ended. Поэтому вам всегда нужно оставлять ваши желания открытыми. Isn't this a wise thing to do? Это же мудрая вещь, не так ли? And the energy of the puja, the mantra, И энергия пуджи, мантр helps to support our positive desires. помогает нам поддерживать наши позитивные желания. That is why it's called sankalpa. Поэтому это называется санкальпа. San or san is a prefix which means good. Сам или сан – это приставка, которая означает хорошее. Kalpa or kalpana is an imagination, is an idea. Кальпа или кальпана переводится как воображение или идея. Sankalpa is a good intention. Санкальпа переводится как хорошее намерение. So let my enemy die is not a good intention. Пусть мой враг умрет. Это не хорошее намерение. But let the enmity die is a good intention. Но пусть враждебность умрет. Это хорошее намерение. Both will achieve the same thing. И то, и другое достигнет одного результата. Let me be successful is a good intention. Пусть я буду успешен. Это хорошее намерение. Let my opponent fail is a wrong intention. Пусть мой оппонент провалится. Это плохое намерение. Both will achieve the same thing. И то, и другое достигает одного результата. But the energy of the puja supports the positive intentions. Но энергия пуджи поддерживает положительные намерения. For example, if you jump into a river and start swimming Например, если вы прыгнете в реку и начнете плыть in summer, летом, and that to some rivers, not all, и это в некоторых реках, не во всех, так, I remember I had gone to Krasnoyarsk in October, в октябре, я помню, я был в Красноярске, and on the banks of the Yenisei there was a banyan. и на берегу Енисея была баня. So the organizers there, they took me to the banyan, Организаторы меня отправили в баню, and they said, then you should go out and just lie down in the snow. потом мне сказали, после бани нужно выйти и лечь на снег. Inside the banyan it was so hot, Внутри бани было так жарко,
So I said, it's uncomfortable here, let's go out. Я сказала, здесь некомфортно, давайте выйдем на улицу. So we went out and the river was there. Мы вышли на улицу, там была река. It was flowing, I don't know. I think the Yenisei keeps flowing all the time. Она течет, да? Мне кажется, Енисей постоянно течет, да? It doesn't freeze, that's what I heard. Он не застывает, да? Я так слышала. So then I said, let's go into the river, it's nice and cool. Я сказала, давайте пойдем к реке, там хорошо и прохладно. So we jumped into the river. Мы прыгнули в реку. Then I said, wow, I'm feeling so fresh, let's meditate. И я сказала, вау, тут так свежо, давайте помедитируем. So we sat and did our sahaj there. Мы сели и сделали там сахач. I think it was me and Jim. Наверное, это была середина января. Jim, I think this is the advanced Jim. Женя Любарska там был. So it was such a nice meditation. Это была такая хорошая медитация. So when I jumped into the river, Когда я прыгнул в реку, if I wanted to go against the flow, the river was stopping me. если я хотел плыть против течения, река останавливала меня. But if I was wanting to swim in the direction of the flow, the same river supported me. Но когда я хотел плыть по течению, та же самая река поддерживала меня. You can swim in the river, Вы можете плыть по реке, but if you swim in the direction of the flow, the river supports you. но если вы плывете по течению, река поддерживает вас. But if you swim opposite, then it obstructs you. Но если вы плывете против течения, она препятствует вам. The same way, the energy of the puja, Таким же образом энергия пучи. if your intention is in the direction of the flow, Если ваше намерение по течению потока, it's the right direction, это правильное направление, then the energy of the puja supports it. тогда энергия пучи поддерживает его. And if something that is not good for us, А если что-то не полезно для нас, then the same puja helps us to go beyond that intention. та же самая пуча помогает нам выйти за пределы этого намерения. So you can do whatever intention you want, Вы можете брать любое намерение, которое хотите. make a whole list, Сделайте полный список, make sure you add at the end, etc. но убедитесь, что вы добавите еще и так далее. And the energy of the puja helps support whatever is life support. И энергия пучи поддерживает то, что поддерживает жизнь. If you had some activity that would just support you, then it would be your burden to take the right decisions. If there was something that would support you unconditionally, Если бы было что-то, что поддерживает вас безусловно, then it would be your burden to take the right decision. тогда это был бы ваш груз принимать верное решение. If you took the wrong decision, you could get into trouble. Если бы вы неверное решение приняли, вы попали бы в неприятную ситуацию. But when you know someone else is going to make sure you don't take the wrong decisions, you are free to do whatever you want. Но когда вы знаете, что есть кто-то, кто позаботится о том, чтобы вы не взяли неверное решение, тогда вы свободно делаете что угодно. When the child knows that the mother is around, Когда ребенок знает, что мать рядом, then the child is willing to do anything, run anywhere, тогда он хочет делать все, что угодно, бегать вокруг. knows that the mother is there. If he does something wrong, she'll take care. Он знает, что мама рядом, даже если что-то плохо, неправильно сделает, мать позаботится о нем. Or father, I will be politically correct. Или отец. So, in tomorrow's puja, feel free to make whatever intention you want. На завтрашней пуче будьте свободны в выборе того, что вы хотите. Make sure your list is open-ended. Но позаботьтесь о том, чтобы ваш список был открытым, There is chance for expansion. чтобы был шанс к расширению. We know that the
И знаете, что энергия Вселенной поддержит вас в том, что вы хотите. It's like the sun throws its light everywhere. Это подобно тому, как солнце, его лучи повсюду. The light from the sun is everywhere, it's equal. Свет солнца, он распространяется повсюду одинаково. But if you take a magnifying lens, Но если вы возьмете лупу, magnifying lens, then you can focus that energy of the sun and you can increase the heat. тогда вы можете сфокусировать энергию солнца и создать, увеличить тепло, жар. In the same way, everyone sitting here in the puja will hear the same sound, the same energy. Вот таким же образом все, кто будут сидеть на пудже, все услышат одни и те же звуки, одни и те же энергии. But taking a sankalpa is like focusing that energy. Но когда вы берете санкальпу, вы фокусируете эту энергию. So, if you feel like taking a sankalpa, take a sankalpa. Если вам хочется взять санкальпу, возьмите санкальпу. If not, just sit here. Anyway, the energy of the puja will come to you. А если нет, то просто посидите. В любом случае энергия пуджи придет к вам. Каши, расскажи, нужно начать санкальпу, когда ее отпустить, чтобы люди не спрашивали и не вступить. Да, и как So you can repeat the question. Repeat the questions. Люди беспокоятся, когда нужно взять санкальпу, когда нужно отпустить. People are worried when to take sankalpa at which point of time and when to let go. Tomorrow I'll talk about it. Завтра Maybe in the puja. я об этом расскажу во время Рудра-пуджи.